Всем привет! Вы снова на канале Юрия Лескова. Вот сегодня я вам хочу вкратце показать процесс обдирки шины Урала Лаптя. Как она у нас, марка ее? ИД-П-284. Дело в том, что я не хотел показывать. У меня есть ролик, самый первый мой 2013 года, где я обдираю шину Краза 255 лаптя. Но когда посмотрел, строение шины разное и процесс немного разный. И поэтому я хочу вам показать. Вот он виден. Край первого пучка проволоки в корде. Его нам сейчас нужно удалить. Немного зарезались в резине, захватили этот пучок проволоки. Процесс удаления пучка проволоки из корда пошел. Итак, мы наружный пучок проволоки удалили с корда шины. У нас тут образовалась щель. Сейчас нам надо немножко эту щель расширить, чтобы можно было потом вот этими кусачками, которые у меня с цепью, ее захватить. Мы берем такие же кусачки, вставляем туда и отдираем помаленьку. Когда мы удалили проволоку, у нас здесь образовался небольшой буртик. Вот в этом месте вот буртик. За этот буртик мы нашу распорку вот эту вот такой конструкции, вот вы видите, какая она, мы ее цепляем за этот буртик. Раз. Все. Она у нас зацепилась. Так, цепляем наши. И включаем двигатель. Итак, край резины, который у нас идет под обдирку, мы от корда отслоили, чтобы было удобно захватывать при дальнейшей обдирке. Ну вот тут край у нас тонкий идет, чтобы наши кусачки не соскакивали, мы сейчас его обрежем. Вот это у меня ролики стоят для облегчения вращения колеса. Вот, чтобы нам было легче вращать. Так, ну вот край мы подрезали.
Здесь удобно будет браться кусачками. Сейчас нам нужно разметить протектор. И уже начнем обдирать дальше. Снимаем шину с нашего станка. Так. Размечаем те участки шины, которые мы будем вырезать. Вот этот клык вместе с протектором мы его уберем. Так. И с этой стороны. Так. Так, а вот этот рисунок у нас должен остаться внутри. Берем наш канцелярский нож и режем до первого хруста. Так, хруст появился. Если нож смачивать, он, конечно, будет резать лучше и поперек. Там будет плохо видно, поэтому мы здесь в торце этого клыка сделаем зарезы такие глубокие, чтобы нам потом, когда мы будем край обрезать, чтобы не ошибиться, не проскочить мимо. Так, а здесь мы сделаем вот так вот. Тут у нас будет идти один. Здесь пока вот так уведем на нет, а потом обрежем. Так, здесь ложим лавочку, чтобы нам закатить можно было шину. Так, раз, ее сюда. И дальше уже забрасываем. Она довольно-таки не сильно тяжелая шина получается. Так, все. Захватываем. У нас же здесь край надрезанный. Так. Все. И тянем. Сегодня ночью у нас была очень мощная гроза,
и очень сильный ливень. Я вот всегда, если начинается дождь, я ставлю ведро в огороде, чтобы определить, сколько же выпало осадков. И вот посмотрите, какая была гроза и какой был ливень. Вот это ливень так ливень. Смотрите, сколько воды, какая струя льется с этого. Вся капуста в воде. Все в воде. Ёлкин кот. А там что творится? Это ужас. На улице-то что творится? И вот давайте посмотрим. Вот оно ведро. Вот сколько в нем набралось воды. Вот. 90 миллиметров выпало сегодня осадков за ночь. Надо посмотреть, сколько у нас месячная норма. Так, очередной клык сняли. Куда его? Итак, одну половину я ободрал. Сейчас перевернем и приступим ко второй половине. Сегодня я вездеходом не занимался, потому что мы убрали часть свеклы и часть морковки. То есть самую крупную убрали, а мелочь еще осталась расти. Вот это, в эта грядка морковки еще осталась. И там вот оставили мелкую по грядке свеклы. Вот такой первоначальный урожай этого года, 18-го.
Обдирку шины я закончил. Основную. Сейчас нужно подрезать вот эти краюшки. Их оторвать, обрезать и удалить. И здесь вот так аккуратненько подрезаем. Так. Края грунтозацепов я подровнял. Так, вот здесь кромку нашего корда надо подровнять, чтобы она хорошо зажалась, когда мы ее будем зажимать в бэдлок. Так, а процесс обдирки шины мы закончили. Снимаем шину с нашего станка. Вот так вот. Так, первый бэдлок мы в прошлый раз сняли. Сейчас снимаем второй. С помощью обычного шуруповерта и ключика. Так, убираем бэдлок и вставляем наш диск в шину. Чтобы у нас диск не проваливался. Так, все. Ложим бэдлок и приворачиваем. Так, все, я протянул бэдлок. Зажато очень хорошо. Я не думаю, что будет пропускать воздух. Еще раз напомню, что шину я сделал бескамерную. Поставил на диск, так как диски заказывал бескамерные. Так вот, здесь у нас вот стояк и сгон. Сейчас мы на него установим. Так, установим пробочку. Еще раз скажу, что вот эти диски я заказал в городе Вологда. Пневмодиск. Фирма ООО Пневмодиск. Внизу под видео будет лежать ссылочка. Я дал размеры ступицы жигулевская, размеры наружнее под ураловский колхозника шину. Заказал вылет 90 миллиметров. То есть у меня и все. И вот на него сейчас ободрал шину и установил. Вот на этот диск. Сейчас мы его накачаем. Надо нам здесь поставить пробочку на сгончик. Это специально сделано для накачивания. Я даже у них интересовался. Для накачивания можно насосом, которые матрасы качают электрический, или рыбацким. Вот я сейчас возьму рыбацкий насос и им накачаю. Заглушку взял от обычного смесителя. Она как раз резьба у ней подходит. Ставил в нее шайбу
Шайбу вот отсюда видно. Вот ставил в нее шайбу внутрь и вылезал резиночку из камеры автомобильной. Все, закручиваем эту заглушку. У нас вот сюда она как раз подходит. Так, все, сейчас мы качаем, потом закрутим. Так, берем обычный рыбацкий насос. Одеваем шланг, хорошо подходит, и качаем наше. Вот оно спущено, колесо. И качаем его. Так. Одеваем заглушку и закручиваем. Так. Все. Ну, не знаю, там давление достаточно или нет для... О! Пока я накачал только лодочным, но там пробочку снимал, воздух вышел часть. Вот, можно так поэтовать. Опа, вот. О! Так вот она играет. Я думаю, легонькая, да, удобная будет шинка. Так, откручиваем колпачок. И качаем. Короче, качал, стрелка так от нуля и не поднялась. Но шина уже довольно-таки твердая, даже не вдавливается нисколько. Ну вот она даже нисколько не сжимается от моего веса. Вот я 100 килограмм на него повешаюсь, он даже не реагирует. И уже сейчас, не знаю, будет прыгать. Ну. О, баскетбол можно играть. Итак, прошла ночь. Колесо. Нисколько, кажется, не спустило. Одним из первых роликов, по-моему, 4-й, что ли, был супер буржуйка для гаража. Я сварщик, не сварщик, просто так, любитель. Но сварил эту печь для гаража, буржуйку. И чтобы убедиться в качестве сварных шов, взял, ее залил полную воды. Посмотрел, вода не течет. Все нормально, значит, сварено хорошо, хотя там не нужно такое качество. И сейчас надо проверить, как оно. Мы сейчас его опустим в бассейн мой, который, кто следит за моими роликами, видели бассейн на даче ролик. Так, все, покатили в бассейн. Вот, по ступенькам. Ну-ка. Опа! Да. Но надо же его притопить. А как притопить? Надо на него встать. Ну-ка, вот сейчас я встану на него 100 килограмм. Посмотрим, будет результат.
Сегодня 25 или какое там августа. Уже, можно сказать, осень. Вода, наверное, холодная. Так. Ну, конечно. Так, ну-ка. Опа! О! Чё? Он в бассейн полез. Ой. Дали, позвони, день рождения не ходит. О! Так вот. О! Опа! Опа! Ну-ка попробую вертикально его сделать. Опа! Вот оно, вертикальное колесо. Вот сколько оно от собственного веса тонет в воде. Ну, проверить, наверное, не получится. Надо 500 килограмм нагружать, чтобы оно утонуло. Так. Опа. И ныряем. Опа! Классно. Снимаем наши жигулевские колеса. Так, вот туда его. Так. Надо нам под сюда подложить. Так, наживляем. Я же не пробовал, что его на место не ставил. Вдруг они мне не жигулевский поставили обод. Диск. О! Все. Малость поднимем донкратом. Только испытание провел, сразу дождь пошел. Идет и идет. Ну вот так вот. Вот так будет крутиться мое колесо. Когда буду я ехать со скоростью 200 км в час по водохранилищу. Все четко. О, все отцентрировано. Все отверено. Так что качественное делают на пневмодиске диски. Даже диск не вернулся назад. Значит, у него нет точки разбалансировки. Все четко. Не будет у меня руль бить на ходу. Так. Ну вот, два колеса я ободрал. Сейчас продолжаем дальше. И собираем вездеход. Крыша у нас есть, так что можно работать, пока снегом не засыпет. Ну вот я вам вкратце показал обдирку шины Урала колхозника ИД П284. Смонтировал его на диск, изготовленный в Вологде на пневмодиске. И установил на свой строящийся вездеход. Ну на этом все. Всего вам хорошего. Следите за моими роликами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кто какие хочет.
Пишите комментарии, с удовольствием отвечу. Всем удачи и до свидания.